Для этой вышивки я использовала ткань лен, примерно 120 грамм плотностью. Я вышивала в 2 слоя. Готовой работы получилось примерно 28 на 20 сантиметров. Хочу напомнить, что нить мулине состоит из 6 отдельных нитей. По схеме вы можете уточнить, сколько нитей вам нужно для того или иного элемента. На конце я завязываю узелок, но вы можете этого не делать. Как сделать закрепку в начале или в конце видео, вы можете посмотреть в моих видео для новичков. Тамбурные стежки я буду делать по кругу. Сначала самый большой круг, по контуру клубники. Тамбурный стежок очень простой, им легко заполнять большие элементы. Для таких декоративных стежков, как тамбурный или французский, я рекомендую настольный держатель для пялец. Таким образом у вас будет свободно 2 руки, и вы можете вышивать 2 руками. При этом не нужно будет держать пяльцы. Это упростит и ускорит процесс. На видео я уже успела вышить 2 круга. Затем я сделаю еще один. А как места станет совсем мало, достаточно будет сделать такую небольшую полосочку из петель в самом центре ягоды. Когда я заканчиваю круг, последний стежок я делаю прямо в первую петлю. У меня осталось совсем мало места, поэтому вместо цепочки я делаю просто 1 петлю в центре. Готово. Перехожу к листьям. Листья я буду вышивать в 2 этапа. Подробно покажу на видео. Сначала я буду заполнять внешний контур, а потом внутренний. Таким образом можно вышивать большие листья. Не старайтесь заполнить сразу все промежутки. Нужно сначала наметить контур, чтобы стежки лежали в нужном направлении, а только потом заполнять промежутки между ними. Тогда у вас получится та форма листа, которую вы планировали. Я дошла до самого низа листа, до его основания, и теперь начинаю подниматься снова вверх, уже хорошо, плотно заполняя промежутки между стежками, которые я только что сделала. Таким образом я заканчиваю первый ряд. После того, как я делаю последний стежок первого ряда, я буду начинать делать внутренний второй ряд. Начинаю с центральной части листа. Двигаться я опять буду сверху вниз, от контура к центру, делая сначала основные стежки, а затем дополнительные, которые заполнят пространство между ними. После того, как листья готовы, я предлагаю перейти к верхушкам ягод. Они делаются одинарными петлями. Вообще этот шов называется петля с прикрепом. Он является основой тамбура. А затем дополнить клубнику маленькими французскими узелками. Делаю я тоже их симметрично по кругу.
И последний остался стебельчатый шов, который начинается прямо у верхушки листов. Похоже на клубнику вышиваются грибы. Шляпка гриба вышивается тамбурным стежком. Направление стежков вы можете посмотреть по схеме. Сначала я делаю первый ряд по контуру гриба. Затем такими же цепочками я заполняю все внутреннее пространство гриба. Ножку гриба я вышиваю длинными и короткими стежками, чередуя их между собой. Начинаю снизу.
Следующий элемент — это веточка с ягодами. Ягоды во всей схеме вышиваются одинаково. Я рекомендую такие мелкие элементы и вытянутые вышивать поперек, а не вдоль. Потому что если вы будете вышивать на одежде, длинный стежок может зацепиться или вытянуться со временем. Поэтому чем короче стежки, тем лучше при вышивке на одежде. Хочу обратить ваше внимание, каким образом здесь вышиты листья. Это очень удачная комбинация для того случая, когда листочки очень маленькие и на схеме их много. Это петля с прикрепом и внутри одинарный простой стежок. Я перехожу к самому крупному элементу, к белому шиповнику. Я начинаю с вышивки лепестков. Лепестки вышиваются гладью в несколько этапов. Я начинаю у края и двигаюсь к центру. Сначала я делаю несколько стежков, чтобы разметить направление, а потом вышиваю пространство между ними. В схеме есть указание направления стежков глади, и вы можете разметить лепесток терморучкой. Таким образом, я заполняю примерно 2/3 всего лепестка и перехожу ко второму этапу. Второй этап состоит точно так же из заполнения стежками короткими и длинными. Я двигаюсь от края к центру. После того, как лепестки готовы, я перехожу к сердцевине цветка. Сначала я вышиваю французские узелки. Первый ряд я делаю шагом 5-7 мм. Если вас отталкивают или даже пугают французские узелки, то тут дело в технике. Обратите внимание, что рабочую нить я все время держу в натяжении второй рукой. Таким образом я фиксирую узелок, сколько бы оборотов там не было, он остается плотно натянут. После того, как первый ряд завершен, я делаю второй. Каждый узелок я делаю между двумя узелками предыдущего ряда. Затем я заполняю пустое пространство центра. Я делаю один ряд простых петелек. Насчет того, можно ли их делать на одежде
и ничего ли с ними не случится после стирки. Если вы не планируете их разрезать, а оставляете в таком виде, то да, с ними будет все в порядке. Теперь нужно вышить крупные листья. Они вышиваются тоже гладью. Гладь это называется косая. Она выполняется под небольшим наклоном от края к центру. Начинать нужно от вершины и двигаться к основанию листа. Желательно, чтобы стежки укладывались очень плотно друг к другу, не оставляя промежутков между ними. Заканчивая вышивку этого цветка я стебельчатым швом. Желудь. Желудь на схеме размечен вертикальными линиями. Уделить внимание нужно вот этому моменту, где сходятся сегменты и окончание центрального. Сделать маленькие-маленькие стежки. Так желудь форма будет каплевидная и аккуратная. Шляпка, шляпка желудя состоит из французских узелков. Множество французских узелков. Не забывайте о том, о чем я говорила. Не отпускайте рабочую нить второй рукой. Держите ее все время в натяжении. Клевер. Клевер нужно начинать с основания. Вышивается он петельками.
Шов называется петля с прикрепом. Здесь они более удлиненные, чем в классическом варианте, и делаются в шахматном порядке. Сначала первый ряд. Затем второй ряд. Каждая петля второго ряда начинается внутри первого, между стежками. Далее петельки становятся совсем небольшими, но делаются они точно так же, как и петли второго ряда. Начинать их нужно между петель предыдущего ряда. Если петли делать в шахматном порядке, как я показываю, ряд за рядом, то клевер получается очень объемным. Далее поверх петелек я делаю простые стежки, точно в таком же направлении, как и петли. Заканчиваю я, как и предыдущие элементы, стебельчатым швом. Веточка клевера готова.